Масюнечки спят. Подожди, ты не дергайся. Сисю нашел. Малыш, который... Да лежи, пожалуйста, он так и сложно ищет сисю. Малыш, который вот слабенький. Ой, наконец-то мы сегодня... Конечно, сложно судить по вечеру, надо будет судить по завтрашнему утру, но мы, держите кулачки, перешагнули за вес, с которым он родился. То есть он вначале очень сильно потерял в весе, несмотря на то, что я докармливала. Сегодня мы догнали вес, с которым он родился, наконец. Уже 4-й день или какой же. Я уже сбилась. Когда, знаете, бессонные ночи, я уже сбилась со счета. Он догнал вес, и вот сейчас я взвешивала. То ли весы были неправильно, то не знаю, но он перегнал вес, с которым родился. Я очень-очень верю в то, что он действительно начал присасываться и кушать, и, может быть, набрал, но нельзя делать вывод по вечеру. Нужно будет утром взвесить его и посмотреть, какой утренний вес. Ну, этот бутуз набирает хорошо, хотя тут тоже, говорю, сложно загадывать, потому что, ну, случай с Мелиссой у меня всегда, вот, когда она там рожала много, у меня один котенок уходил где-то, по-моему, на 7-й или на 10-й день. Ну, как вы видите, он стал находить сисю, так он все время промазывался или что-то такое, я не знаю, что происходило. Хотя, как по нему, он все равно слабенький, но он сегодня реально активнее, или она это, по-моему. Посмотрим. Разница, конечно, видите, видна, у них разница уже в весе больше, чем в 2 раза. Это такой бутусик, чуть-чуть сладкий бутусик. Так что вот такие у нас новости. Мелисса кушает хорошо, все у нее прекрасно, слава богу. Не вижу каких-то проблем, это радует. За котятами дальше наблюдаем. Засуетились девчонки, уже поняли. Они видят мой костюм, знают, что тут прогулка бешеная. Но не то, что бешеная, на самом деле. У меня сейчас из-за котят всего не так много времени, потому что занята постоянно ими. Поэтому я чуть-чуть, конечно, с ними погуляю, потискаю сейчас жабки сладкие. Пумяк сладких же надо показать, да? Вы же не против? Не против сладких пумяк? Я думаю, следующую историю напишите в комментариях. Господи, я думала, что за кровь? А это он ободрался. Об мясо обтерся, господи, не ободрался. Ему давали бараньи головы, и он как рысь об них обтирался. Весь. Просто весь. Как будто с поля боя. Как будто с поля боя. Господи, весь в этом мясе. Ой, да. Так, пишите в комментариях, про кого следующую историю снять. Я вот думаю, у меня еще нет истории про Пум, как они у меня появились, для тех, кто... Ну, для многих просто вспомнить приятные моменты. Вот. И нет истории еще у меня, получается, про бобров. Да, у меня, кто не знал, есть бобры еще тут. Вот. И нет истории... Ну, про свинину, понятное дело, нет истории. Но сейчас в последнее думал снимать либо про бобров, либо про Пум. Про кого первую снимаем историю появления? Ой, Джимми сладкий. Так, невозможно пройти мимо кота. Налка там, наверное. Настечка моя, на ложечках. Чего? Пумякой пахнет. Ой, ладно тебе. Красотка. Так, Симба. Скажет, Симба не показала, что с Симбой. Так, к этим красавцам хочу вначале зайти. Потому что если я сейчас их сразу выпущу, я их не потискаю. Я хочу жопки потискать. Хочу потискать эти шубки. Изюмистые шубки. И вот эти неизюмистые шубки. И ханитистые шубки. Ой, ну куда ты? Я понимаю, что вы уже настроены гулять вовсю. Ну, чуть-чуть потискаться, чуть-чуть. Изюм, ты готов, да? Ты готов гулять, как всегда готов, мальчик. Боже, какой он здоровенный уже. О, господи. Ну, идите ко мне. Я хочу тискаться. Тискаться хочу. Изюм, вы желаете присоединиться? Он такой, я желаю сверху. Господи. Изюм сверху желает присоединиться, да? Оп. Я опередила тебя. Опередила. Опа. Все, огонь.
вот даже уже в раздумьях насчет перестройки вольеров, потому что там как бы у всех будет сразу просто сильно больше вольера, но не будет отдельной зоны для прогулки. Мартин. Да. Но на самом деле... Да, в вольере снег другой, конечно. Но на самом деле, мне кажется, они любят эту зону для прогулки, потому что она другая, она закрытая. То есть в нее выпускают. Изюм счастлив. Как всегда, собственно. Сегодня у нас такой легкий, прям очень легкий минус. Изюма. Я просто перчатки с собой не взяла. Ну, тут сейчас очень мокрый снег. Мне, то есть такой жестко мокрый. Не слепить из него ничего. Изюмка растет не по дням, а по часам. Я реально 3 дня не выпускала. Сейчас зашла, там, боже мой, что за огромная рысь. Но мне кажется, я не знаю еще. Меня не выращивала, выращивала только Умку и Ханну. И то Умку уже с более взрослого возраста. Изюм, мне кажется, очень крупным рысем. Прям очень. Прям вот у него по весу, по всему. Хочу на днях еще раз взвесить. Мне кажется, он уже около 18-19 килограмм уже весит, я думаю. Он прям очень крупный. И я смотрю на его братьев-сестер. Они значительно мельче. При том, что, как вы видите, он не жирный, ничего. Вот Ханна просто идеальная мама. Такая мама-подружка. Направляющая. И побегать, и повоспитывать. Ой-ой-ой. А что это за рысиный хвост ко мне жмется задним ходом? Она вот любые игры поддерживает, сама предлагает. Такая классная вообще. В общем, снега не хватало, походу, только ему. Девчонки такие, ладно, мы ходим гуляем, идем. Лизать снег, лизать снег. Ой, ты ж, господи, это что было? А Умка только смотрит, охотится на пуму, кого сожрать, скажи. Трамплины. Причем они вот такое вытворяют только когда я здесь, и еще какое-то время, когда вышла, прям совсем немножко. Потом такие просто лежат, типа все. Сейчас по-любому будет еще какой-нибудь забег. Вроде живут вместе, но здесь, скажи, игры другие. Вот поэтому, когда мне говорят, что типа я бешеная женщина, что все равно не рассматриваю это как конечное место проживания, что хочу что-то другое, но мне реально, вы понимаете, хочется больше намного участка. Не потому, что я там дом сильно больше хочу, нет. Я хочу, чтобы вот у них просто был такое вот прям раздолье, чтобы они могли носиться, чтобы у них вольеры были такие прям огромные. Такие создать им полувольные условия содержания, не вольера, именно полувольные. Ну, может быть, когда-нибудь, потому что все такие земли, они обычно далеко от города, а у меня как бы ребенок, у которого занятия, не занятия вечно какие-то. Ну и в целом, как бы одной, на самом деле, с ребенком лучше жить в поселках, потому что здесь всегда там на помощь придут машины, не забылась, там соседи подъехали, что-то еще. А если жить где-то совсем далеко и где нету рядом соседей, то, получается, вот эти все вопросы как-то придется самой решать. Это довольно тяжело. Да, моя ты девочка, моя красотка. Ну, конечно, все равно я мечтаю о том, чтобы что-то более такое просторное, чтобы прям вообще раздолье было. Ну, вся жизнь впереди, в принципе, думаю, реализую со временем. Пока, конечно, и здесь хорошо. Просто все время жалко, что жизнь животных не настолько длинна, как наша. Ну, то есть, например, если там взять пум, которые могут 40 лет прожить, то там окей, еще время есть. А если брать там рыси, которые, в целом живут как домашние кошки, то есть это 15-20 лет, может, 20 прям много. Ну, то есть, как домашние кошки. Ну, конечно, хочется для них все. Сейчас, я думаю, выбегут они сюда. Они забежали все втроем. Угу. Банда такая просто. Банда ОПГшная у меня. На самом деле, мне было бы интересно посмотреть,
как девочки бы. Ну, учитывая, что в этом году я не планирую, честно, как видите, уже февраль, я до сих пор не садила рыси и пока не планирую, не хочу. Либо я буду проверять, мне просто даже интересно сместить на более позднее, то есть сильно более позднее. Вот, либо, ну, вообще не буду всаживать в этом году. Мне интересно, на самом деле, было посмотреть, как у них дальше с изюмом будут отношения развиваться, когда они, например, будут беременные, то есть будут они его выпускать или нет. Я бы даже, может, дотянула, то есть, ну, смотря на их отношения, дотянула, может быть, до самых родов посмотреть, будут они в роды прогонять или нет. То есть как это вообще у них формируется. Особенно интересно это посмотреть за Ханной, потому что, ну, по факту, Ханна не кровная мама изюма, но, тем не менее, как вы видите, она себя считает большей мамой, чем Умка. Эти глаза. Хотели увидеть попку рыси, вот. Веселенькие сегодня ребята. Ладно, оставлю их побегать, пойду дальше своими делами заниматься. Сейчас хотела хочу... Ай, господи, я напрыгну. Нифига себе, ты прям на шею мне напрыгнула. Курочка. Что значит задумалась? Помню, немножко поцарапала у меня щечку. Не щечку, а сбоку. Задумалась. Сразу меня подловили. Причем я видела. Начала, хотела вам рассказать, и начала что-то говорить, и все. Это тоже мясо, не переживайте. Подловила меня курочка моя. Надеюсь, комбез мне не порвала. Мне кажется, мне не врезали нормально. Посмотрела. Так, что хотела рассказать? Сейчас расскажу. Рассказать я хотела про этот корм. Это мы даже в следующем поменяли уже немножко название, в плане, чтобы было понятнее. Это корм для кошек, которые находятся на мясной диете. То есть от того, что здесь нарисована рысь, не значит, что он только для рыси. У меня, естественно, все дикие кошки на нем и коты, все, кто питается мясом. Так вот, вот этого корма осталось ограниченное количество. Поэтому, кто хотел, оно в большом весе 500 грамм. По смешной цене, на самом деле, за такой вес. Поэтому, кто еще думал, надо оно вам, не надо, а успеете вы там израсходовать или нет, успейте купить. Я ссылочку оставлю в описании. На Озоне дам промокод на большую очень скидку, на скидку 20%, потому что не просто мы эту позицию закрываем. И ее повтора больше не будет. Не переживайте, как бы те, кто на мясной диете, без всего не останется, будет в размере 100 грамм. И он уже, по-моему, на Wildberries есть, на Озоне тоже сейчас вот появится. Поэтому, кто думал, гадал, успейте купить. Очень крутые витамины. У нас ребята, если вы знаете, из Дома Тигра, тоже ими пользуются, но просто у них не в такой красивой упаковке. Мы как-то такой разработали. Они, кстати, тоже принимали участие. Относительно советовалась я с Яной. Вот, у них просто в коробках я им сразу привезла без красивой этикетки. И они сейчас их используют. Реально очень крутые. В общем, очень-очень советую. И успейте, потому что потом, ну, не будет просто вот такой упаковки уже. То есть будет маленькая упаковка, и это будет, ну, если так сравнивать за 100 грамм и за 500 грамм, будет большая очень разница в цене. Поэтому ссылочка, покупайте.